транзит российского газа через газотранспортную систему Украины. И вот, что сказал Владимир Путин, можно сказать, это окончательный вердикт этого контракта, ну, имеется в виду контракта транзита газа через Украину, не будет, уже все ясно. Ну, значит, хорошо, мы переживем. «Газпром» это переживет. Ну, это касается «Газпрома» и России, которые, я думаю, точно переживут. А вот как переживет Евросоюз и как переживут те страны-контрактеры в «Газпрома», которые получали дешевый российский газ через ГТС Украины, как они переживут и как они отреагировали. Вот чего хочется больше никогда не слышать: дешевый российский газ. Российский газ, советский газ всегда был в рынке. Никогда он не был дешевым, всегда он соответствовал рыночным условиям на момент продажи. То, что он обходится дешевле, чем СПГ, это ушло в прошлое. Это было давно, это теперь уже можно спокойно считать неправдой. Разумные цены, так скажем, у российского газа были на тот момент, пока европейские компании работали по грунингенской модели долгосрочного экспортного газового контракта с привязкой к стоимости нефтяной корзины. Обычно говорят нефть, но на самом деле туда входит и нефть, и мазут, и дизельное топливо печное. Вот все вместе. Сейчас ценообразование в Евросоюзе исключительно спотовое, поэтому никакого дешевого российского газа уже не будет никогда, даже если внезапно проснутся все трубы и начнут работать. Такова целевая модель европейского газового рынка, которая с 2019 года аккуратно внедряется. Ну и это, кстати, позволяет задуматься все, что тут говорят: дорогой американский СПГ, вообще американского СПГ в природе-то нет. Есть СПГ, произведенный на территории США. Мы почему-то все время об этом забываем, говорим то, что не соответствует действительности. Помнится, в свое время Макрон был крайне недоволен, вслух высказал недовольство тем, что в США газ в 2-3 раза дешевле, нужно, значит, с Соединенными Штатами срочно выяснять отношения. Ну, во-первых, не в 2-3, а в 5-6 для начала. А во-вторых, какие отношения надо с кем выяснять. Крупнейший покупатель СПГ, произведенного на территории США, называется Total Energy. Не надо ездить ни к Байдену, ни к Трампу. Можно прогуляться там несколько кварталов по Парижу, зайти в штаб-квартиру и спросить, может быть, что-нибудь придумаем. А пока нет, пока есть биржа TTF, вот какие торги есть, такие и будут. Так что отметаем. Что касается этого договора, договор отдельно, транзит отдельно. Да, договор заканчивается. И иллюзии о том, что его кто-то будет подписывать, не было, потому что, по-моему, начиная с прошлого Нового года, все, кто относится к властным структурам Киева, сообщили о том, что ни в коем случае этого делать не будут. Ну, не будут и не будут. Было и остается возможность обходить необходимость подписывать какой бы то ни было договор о транзите за счет аукционов на транзитные мощности, европейские правила. Как известно, киевские власти договор о ассоциации подписали. То есть можно выставлять на торги. Последняя такая возможность была буквально за день до проведения конференции. «Газпром» не явился, причина понятна. Какие бы там аукционы ни проводили, все равно требуется межоператорское соглашение с нашей стороны «Газпром», со стороны Украины оператор газотранспортной системы Украины и запрет банковой на всем юридическим лицам на подконтрольной территории вести переговоры, подписывать контракты с российскими компаниями. Нам тут делать нечего просто. По какой причине не явились европейские компании, сказать сложно. Там такое традиционное удовольствие за несколько дней до европейского Рождества, до католического Рождества, простите, до протестантского, если кому больше нравится, устраивать какую-нибудь чехарду. Вот давайте в последний момент подпишем что-нибудь по украинскому транзиту. По-моему, так года с 8-го, что ли, вот такая вот веселушка регулярная. Как известно, у нас австрийская компания МФАО прекратила действие долгосрочного договора до 2040 года с «Газпромом» подписано, подперев себя тем, что нарушаются объемы поставок и так далее, и так далее. Ну и ничего страшного не произошло, как выяснилось. Это, с одной стороны, да, ушла эпоха. Вот можем считать, что на этом эпоха ушла, потому что в 1969 году именно австрийская компания МФАО впервые привела советский газ
в Западную Европу. Вот эпоха ушла, 55 лет совместной работы, и теперь много слов о том, что это был очень тоталитарный газ. Все это время, я думаю, что там Австрия уже насквозь пропиталась тоталитаризмом. Объем поставок, тем не менее, по Уренгой, Помара, Ужгород через газотранспортную систему Украины ни насколько не изменился. Неожиданно больший объем заказы на больший объем поставок стали приходить от словацкой компании СПП. А австрийская компания МФАО обнаружила, что посреди Европы есть словацкий газ. Как же его не купить? Он же словацкий, он же не российский. Разумно. Ну, чуть дороже, но зато не российский. Ну, очевидно, что это удовольствие может продлиться вот до 1 числа. Как дальше, пусть уже решают между собой Европа и Украина. Предложение, с которым выходила СПП уже на «Газпром» подписать договор о поставках 15 миллиардов кубометров. Словакии столько заведомо не надо. Но это позволяло продавать и дальше великолепный словацкий газ, крайне независимый от России и Австрии. Австрия все равно бы российский газ не покупала, все было бы в порядке. Ну, в ответ на это клоун, который делает вид, что он президент Украины, заявил о том, что не даст России зарабатывать миллионы на газе, чтобы вести войну. Вот. Все должны его дружно в этом поддержать, на что Словакия, собственно говоря, Роберт Фицо сообщил, что намерен прогуляться до Европейского суда. Договор о Евроассоциации подписан, своими действиями нарушает энергетическую безопасность Словакии, повод для иска уже есть. Как они там будут, что там скажет Европейский суд, на что это повлияет, сказать сложно, но мы будем спокойно наблюдать, как у них там жизнь налаживается. Зачем мы не будем спокойно наблюдать, если говорить о пострадавших? Молдавия, Приднестровье. Молдавия и Приднестровье, ничего тут не сделаешь. Санду Молдавия, это должность или фамилия? Я все время путаю. Санду Молдавия заявила, что вести переговоры с Киевом она не будет. «Газпром» во всем виноват. В чем виноват, совершенно непонятно. О том, что нет возможности вести переговоры с кем бы то ни было на подконтрольной Киеву территории, известно давно. То, что бывший министр энергетики об этом задумался в самом конце ноября, ну, точно не проблема «Газпрома». Тем не менее, Санду Молдавия заявила, что все равно «Газпром» виноват. Ну и вот. А вот что делать Приднестровью в этой ситуации, вот это будет действительно тяжелый вопрос, потому что даже если сейчас в режиме ЧС перевести Приднестровскую ГРЭС или Молдавскую ГРЭС, тут кому какое название больше нравится, на другие виды топлива, резервные, уголь или мазут, во-первых, привести в порядок оборудование надо, во-вторых, все равно встает транспортный вопрос. Приднестровье имеет границы только с Молдавией и с Украиной, морской границы нет, так сложилось. Так что то, что власти Приднестровья объявили режим ЧС в экономике, ну, к сожалению, совершенно оправданно. Напомню, что Молдавия заявляла о том, что если климатических катаклизмов не будет, то газа, накопленного в подземных хранилищах в Румынии, немножечко на территории Украины, должно хватить до конца января. Ну вот, к сожалению, такой режим. Хватит, не хватит. Этот газ Молдавия вынуждена будет направлять прежде всего на Приднестровскую ГРЭС, потому что Приднестровская ГЭС – это 80% необходимого объема выработки электроэнергии в Молдавии. То есть здесь такие взаимозавязанные друг на друга условия. Вот об этом действительно стоит переживать. Видимо, отсутствие прямой границы с Российской Федерацией – это то, что действительно мешает. Я сейчас про энергетику. Давай останемся тогда в Молдове и Приднестровье. Уже, я так понимаю, все вот эти перипетии с газом коснулись электроэнергии. Вот такая новость из Бухареста. Молдавская компания «Энергоком» объявила как раз вчера, что с 1 января и по 31 марта, то есть, я так понимаю, весь первый квартал будет закупать в Румынии электроэнергию, цена которой будет уже на 30%, то есть, как заявлено, на 30% выше нынешней, которая есть сейчас в Молдове. А я напомню о том, что она подскочила буквально
пару недель тому назад. То есть и будет еще на 30% еще дороже. На 30%. То есть, соответственно, с 1 января Энергоком будет покупать в румынской Nuclear Electric, владеющей атомной электростанцией в Черноводы, порядка 100 мегаватт электроэнергии круглосуточно. Этот объем почти втрое превышает декабрьские закупки, когда Энергоком приобретал 30 мегаватт. Цена электроэнергии от Nuclear Electric установлена на льготных условиях и составляет примерно 80 евро за мегаватт-час. И это стало возможным благодаря постановлению правительства Румынии, является значительной поддержкой со стороны Бухареста для Молдовы. Как ты можешь это прокомментировать и насколько вот эти вот условно-братские, дружеские взаимоотношения, 30% от того, что есть сейчас, было уже увеличение порядка там на те же самые, там, еще на 30%, да, то есть вот, практически больше, чем в половину. Занимательность ситуации в том, что вот эта фраза «льготные условия», она соответствует действительности. Непосредственно в текст Конституции Румынии есть положение о том, что поставлять энергетические ресурсы, электроэнергию по льготным ценам не имеет права. Вот сама себя запретила. Предварительные переговоры шли о том, чтобы по льготным ценам шел газ из Румынии, но просто Конституция это не позволяет. Так что Nuclear, которая пошла вот на такое снижение, да, это действительно дружеский, как ни странно, шаг. Как бы это иронично не выглядело, тем не менее, это действительно так. 100 мегаватт, это означает, что, помимо всего прочего, что меньше электроэнергии будет получать Одесская область. Вот самое занимательное. Напомню, что энергосистема Молдавской и Украинской Советских Социалистических Республик были единым целым. Крупнейший объект генерации, как раз Приднестровская ГРЭС, напомню, от Одессы до Тирасполя 70 километров, все было в пределах доступа. Есть масса линий, проходящих с советских времен по колхозным полям, никуда не делись, но объемы, разумеется, не те. И да, это было вот именно так выстроено. Электроэнергия Молдавской ГРЭС поступала на северную подстанцию Одессы и запитывала. Вот сейчас в результате действий властей Киева получаем достаточно странный парадокс. Власти Киева не пускают российский газ, в результате Одесская область не сможет аварийно получать электроэнергию. Вот в такой там ситуации друг друга держат, не могу сказать за что. Что касается того, сколько это может продлиться, сказать очень сложно. Но действительно, вот, Молдавия, подписавшая договор о евроассоциации, вступает во вполне такие европейские условия. Будет мягкая зима, все будет хорошо. Будут холода, будет неурожай. Вот, в буквальном смысле слова. Если говорить о энергобалансе самой Румынии, там есть газовая генерация, там есть атомная генерация, там есть ветровая генерация. Если посмотреть на объемы электроэнергии, вырабатываемые ветровыми электростанциями, то и сравнить с данными НСОЭ, это Ассоциация компаний операторов объединенных энергосистем, то, собственно, почти один в один получается, что ветровая генерация уходила на экспорт в Украину. Теперь вот какая будет зима? Будет ли холодно, будет ли солнечно, будет ли ветрено? Все три страны, собственно говоря, вот немножечко в такой ситуации. Но что касается самой Румынии, можно сколько угодно ругать эту страну, но то, что она в Конституции просто вбила, что прежде всего энергообеспечение самой Румынии и все остальное потом, остается фактом. И, кстати, на всякий случай напомню, что когда у нас министр энергетики, вице-премьер по топливно-энергетическому комплексу говорят, допустим, о нефтепродуктах, о том, что прежде всего внутренний рынок, потребности внутреннего рынка закрываем, потом экспорт, закона нет. А в Румынии есть. Ну, причем, я так понимаю, даже не закон, а Конституция. Да. Ну, то есть здесь реально Молдове делают исключение и подарок. Да. Ну, а нам повод задуматься, что, может быть, нам все-таки законодательно стоит закрепить, что для всех наших компаний топливно-энергетического комплекса первичная задача – обеспечение внутреннего рынка. Потому что я понимаю, что Александр Валентинович Новак любого может убедить в том, что это так, но давайте все-таки запишем хоть где-нибудь, чтобы ему не надо было заниматься воспитанием взрослых людей, можно было просто сказать, вот такой-то пункт закона ты нарушил. Это нехорошо, это штраф.
Ему будет попроще немножко. Давай от газовой генерации перейдем к атомной энергетике. Сегодня во Франции красный день календаря, и я думаю, этот красный день календаря надолго запомнится французам. Сегодня, как раз 20 декабря, будет введен очередной атомный генератор на станции Фламанвиль. И это, внимание, первый атомный реактор впервые за 25 лет, который Франция запускает у себя в стране. Я так понимаю, общая сейчас мощность будет порядка 63 гигаваттов. Но вот Францию можно поздравить впервые за 25 лет введения новых мощностей. В то же время давай продолжим, наверное, еще новости атомной энергетики из Европы. Премьер-министр Фицо, Словакии Фицо, уже заявил о блокировке любых санкций против России, если она попробует ввести их, как раз-таки касающихся любых атомных энергетических проектов российских, завязанных на Европу. Премьер-министр Венгрии Орбан уже высказал США претензии о неисключении Газпромбанка в расчетах по строительству АЭС ПАКШ-2. Ну и мы помним, что на последней климатической конференции в Баку, КОП-29, порядка 30 стран заявили об увеличении атомных мощностей где-то порядка к 2050 году чуть ли не в 3 раза. В 3 раза, там так написано. Вот как ты можешь прокомментировать вот этот набор, да, новостей, радостную новость для Франции? Я напомню о том, что Казахстан ездил, как раз-таки министр энергетики Казахстана Саткалиев ездил во Францию и встречался. Вот такой яркий показатель, наверное, к тому, что после его поездки Франция устроила себе такой подарок перед Рождеством и Новым годом. Так, я даже не знаю, прям с чего начинать. Начнем с лидеров атомной индустрии Европы, с Румынии. Это назвал атомную электростанцию «Черная вода», «Червоная вода». Черновода. Черновода, да. Червоная — это было бы красное. Хорошо. На самом деле, вот как-то мало про нее знают. Это такая занимательная история, уходящая в советские времена. Социалистическая республика Румыния и страна Совета экономической взаимопомощи, у них там были достаточно такие интересные отношения. Румыния то входила в этот совет, то выходила из него. Если в странах СЭФ строительством атомных электростанций занимался Советский Союз, то в 80-м году Румыния подписала документы о строительстве вот этой атомной электростанции в составе 5 блоков с Канду, с канадской компанией технологии Канду. Канада, дейтерий, уран. Вот так. Совершенно внезапно. 5 блоков по 700 мегаватт. Надо отдать должное румынам, несмотря на все, что происходило. 90-е годы они не только в России, они во многих местах были очень священными, наверное, да? Или как там у нас называют. Тем не менее, первый блок в 1996 году был запущен, второй в 2007. С остальными 3 не справились, просто вот с финансами было сложновато. Их остановили в 90-м году, строительство завершено было процентов на 15, вот как бы все это и повисло. Вот, и касался КОП-29, там подписано соглашение с консорциумом энергетика, румынская компания, с одной стороны, с другой стороны, канадские атомщики, итальянские финансисты, и намерены принять участие еще и КЕПКО. Это не шапочка, это Korean Energy Power Company, Corporation, общими усилиями. Достраивать они намерены 3-4 блоки. Соответственно, 31-32 год, потому что, по крайней мере, нулевой цикл пройден, будет немножко попроще. Тем более, что технологии те же, все как бы знакомо. И это как бы намек на то, что, может быть, когда-то и в Молдавии будет немножечко попроще. Может быть, даже и без газа можно будет обойтись. И совсем уж свежая новость, буквально вчера. Опять же, Нуклеароэнергетика подписала еще одно соглашение по первому блоку. Он был запущен в 1996 году, соответственно, подходит окончание срока эксплуатации, договор о том, что будет продлен еще на 30 лет. $2 миллиарда. Опять же,
итальянские инвесторы, так скажем, компания ИНИ, и там тоже мотив достаточно занимательный. Италия после истории 2011 года в Японии тоже решила, что она будет закрывать атомные электростанции. Сейчас думает о том, что, может быть, не надо закрывать, надо строить новые. Компания ИНИ, которая и за газ отвечает, и за нефть отвечает, и за энергетику отвечает, видимо, зная скорость работы своих парламентариев, политиков, решила, что проще помочь Румынии, потом договориться о том, чтобы она электроэнергию поставляла, а пока наши политики здесь 20 раз проголосуют справа налево, слева направо. Так что Румыния впереди Европы всей. Что касается реактора ЭПР-1600 на атомной электростанции Фламанвиль, строительство стартовало в 2007 году, должно было завершиться в 2012. То есть немножечко опоздали. Но, с другой стороны, на мой взгляд, если говорить о европейских проектах французских атомщиков, это шаг вперед, потому что такой же блок на атомной станции Олкилуота в Финляндии 19 лет, здесь уже 17. Явно же видно, что вот, немножечко со сметой там не получилось. Изначально было 3,3 миллиарда евро, получилось 12,7 вроде бы. Тем более, что ввод в коммерческую эксплуатацию уже второй по счету. Первый был в сентябре, но не получилось. Государственный регулятор Франции, надо отдать ему должное, не обращающий внимания ни на каких политиков, пришел к выводу, что есть нарушения, необходимо устранить. Устранили, отмашку дали, что можно, но вот пока я добирался до студии, запустили, не знаю. Анонсировано было вчера, что пуск должен состояться сегодня, очевидно, к нашему российскому празднику Дню энергетики. Молодцы. В воскресенье неудобно, поэтому решили в пятницу, но был повод порадоваться. Будем надеяться, что на этот раз произойдет без задержек. Будем надеяться, что всем есть чем гордиться, и количество заказов у французских атомщиков будет расти стремительно. Потому что вот 19-17 не исключено, что следующие два проекта, которые сейчас идут в Англии, компания EDF на площадке Hinkley Point C, третья очередь атомной электростанции Hinkley Point, может быть, там вообще за 15 лет уложится. Нельзя этого исключать. Так что, я думаю, у EDF будет много заказов вот на эти блоки. Что касается запретов на, или как, рестрикции на Газпромбанк, свежее Министерство финансов США внесло его в черный список. Я уже не знаю, как там градация, черные списки, серый флот, вот это все. Я думаю, что рано или поздно должны появиться черные списки, такие, чтобы было совсем страшно. Чернее некуда. Да просто черные напрочь. Разумеется, сразу вслед за этим европейские компании, которые через Газпромбанк рассчитывались с Газпромом, направили заявку в Министерство финансов США, что надо было сделать исключение вообще-то. А то у нас энергетическая безопасность страдаем, то мы вроде как союзники по НАТО. Почти месяц Министерство финансов США размышлялось до того, что исключения были введены, целых 3. В Венгрии разрешили рассчитываться за поставки от «Газпрома». Всем 3 турецким государственным компаниям разрешили рассчитываться за поставки «Газпрома». И Министерство финансов США американским компаниям разрешило рассчитываться за поставки урана.